Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать всех новичков, а также подписчиков своего канала. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы. Очень приятно читать. Не забывайте подписываться, кто этого еще не сделал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Я к вам с новым узором, вот с такими вот оттенками ниточек Yarn Art Baby. Это 100% акрил, вы уже помните, да, кто со мной, вы уже знаете. 100% акрил, моточки небольшие, 50 грамм, 150 метров, но есть моточки и большие, где 100 грамм и 300 метров. Это то же самое. Итак, нам советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Мы с вами берем вот 3,5 миллиметра. Ну что, приступаем. Как всегда, узор можно делать из одного цвета, из двух цветов, из трех, из четырех, как хотите. То есть это уже на ваше усмотрение, вы художники, как художник видит. Так? Давайте начнем с беленьких ниточек. Кто видел мое видео, уже знают. Кто не видел, обязательно посмотрите, лайкните, прокомментируйте. Так вот, уже знают, что я набираю небольшое количество петелек, буквально в районе 30. Сегодня у нас будет 34 петли. Чтобы красиво узор закончился. Итак, все как обычно. Фиксируем нашу петельку. Ничего сложного. И набираем 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Вот такой наш будущий образец. Нам этого объема вполне достаточно будет, чтобы посчитать, сколько ниточек у нас уйдет на то или иное изделие, ну и просчитать. Итак, сегодня мы делаем в обязательном порядке, да, бывает, я рекомендую делать начальный ряд столбиками с накидом, а здесь это будет уже узор, столбики с накидом весь ряд. 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3. Чтобы не ошибиться, считаем пятую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, и в нее делаем накид и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Ничего сложного, обычный столбик. И такие столбики мы вяжем до конца ряда. И у нас с вами должно получиться точно так же, как и количество воздушных петелек. То есть 34 столбика с накидом. Ничего сложного, да? Вы уже умеете, вы уже большие молодцы. Провязываем до конца ряда и встречаемся в конце ряда. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы довязали практически до конца нашу дорожку. 34 столбика с накидом, и здесь я хочу поменять цвет. Итак, как в предыдущем видео, убиваю двух зайцев, да? Показываю первого зайца, это я меняю цвет. Получается, столбик я провязала не до конца, а когда у меня остаются 2 петельки на крючке, я провязываю их новым цветом. Есть воздушная петелька. Подтянули беленькую, подтянули вот такую темно-розовенькую. А теперь второй заяц. Я хочу еще раз показать вам, как можно спрятать в процессе вязания кончик. Я специально его подлиннее оставила. Смотрите, мне теперь по узору необходимо будет набрать 3 воздушные петельки. Я кончик вот так вот крест-накрест делаю и провязываю в одну воздушную петельку. Опять кончик крест-накрест в другую сторону делаю, справа налево. Видите? Запутываю, так скажем. Еще раз вторую воздушную петельку. Опять крест-накрест слева направо кончик сделала и сделала еще одну воздушную петельку. Все. Этот кончик мы с вами отрежем, он нам мешать не будет. Все зафиксировано, уже проверено, никуда кончик не денется. Угу. Давайте сейчас при вас. Оп. Все, красота. Итак, что делаем дальше? Дальше мы поворачиваем наше вязание. Таким вот образом. И по узору, помимо вот этих вот 3 воздушных петелек, мы должны набрать 5 воздушных петелек. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше смотрите, вот наш первый столбик. Так, считаем его, вернее, не считаем, считаем дальше. 1, 2, 3, 4. И между 4 и 5 вводим просто вот так крючок, не за столбик, не за верхушку, а просто между столбиками. Ввели крючок, подтянули ниточку и провязали столбиком без накида. Есть. 1 воздушная петелька. И теперь мы опять переворачиваем наше вязание
И теперь будем вязать вот в этой арочке, возвращаясь назад. То есть мы так уже несколько узоров вязали, мы знаем, да? Но здесь мы будем вязать в арочку полустолбики. Смотрите, накид, крючок ввели и провязываем все 3 петельки сразу. Раз, он будет такой невысокий, пышненький. То же самое 2, то же самое 3, то же самое 4, еще раз 5, 6 и 7. Понятно, да? Теперь обратно переворачиваем. То есть такая вот повертушка-перевертушка. Накид. И вот эти столбики, которые мы с вами пропустили, да, вот первый не считая, второй, третий, четвертый, провязываем столбиками с накидом. Смотрим. Раз, раз. Столбик с накидом. Раз, раз. Второй. Раз, раз. Третий. И четвертый. Помните, между четвертым и пятым мы делали с вами столбик без накида. Вот в четвертом мы как раз и делаем наш столбик с накидом. Есть. Вот такая красота получается. Пока немножко непонятно. Делаем дальше. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. То же самое продолжаем. Считаем наши столбики. Раз, два, три, 4. Между четвертым и пятым вводим крючок и делаем столбик без накида. Одна воздушная петелька, поворот и опять возвращаемся назад и делаем полустолбики. Накид, ниточку протянули и все 3 петельки провязали вместе. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. Опять перевернули наше вязание. Вот. И вот эти столбики, которые мы 4 пропустили, мы провязываем их столбиками с накидом. Первый столбик в первый столбик. Раз. Два. Третий столбик в третий столбик. 3. И четвертый столбик, вот между четвертым и пятым, где мы делали столбик без накида, в него вот так вот раз. И все. Понятно? Точно так же продолжаем дальше. Опять делаем арочку из воздушных петелек. 5 воздушных петелек. Провязываем обратно 7 полустолбиков. И так далее, и так далее, и так далее до конца ряда. Понятно? Если непонятно, перематывайте назад. Уменьшайте скорость. У вас здесь внизу экрана будет в настройках скорость. Гляньте, какая будет красота. Угу. Давайте встретимся в конце ряда. Так, смотрите, вот практически довязала до конца. Почему практически? Хочу показать здесь. Получается, мы между столбиками, да, четвертым и пятым соединили нашу дугу, так, потом провязали, получается, вот 4 столбика, раз, два, три, 4, и вот этот вот последний, пятый, да, мы провязываем обычным столбиком с накидом вот в эту вот третью петельку подъема. Угу. Все, вот наш ряд готов. У вас такая же красота. Гляньте, какие загигульки-рогогульки. И что делаем дальше? 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Поворот. И теперь, не пропуская ни одного столбика, в каждом столбике мы с вами вяжем этим же цветом. Можно другим, можно этим, как хотите. Мы вяжем столбики с накидом. То есть у нас опять должно с вами получиться 34 столбика с накидом, если мы с вами все сделали правильно. Понятно? Продолжаем до конца ряда. Встречаемся в конце. Договорились? Давайте. Ничего сложного, ряд очень простой. Так, смотрите, вот мы довязали опять практически до конца. Вот, показываю, у нас последний столбик, вот этот вот, да, это 3 петельки подъема. И вот в последнюю петельку, получается, мы провязываем сами вот столбик с накидом, но опять же будем провязывать не до конца, потому что я хочу здесь ввести опять белую ниточку. Угу. То есть мы сильно не тянем. Последние, получается, 2 петельки столбика мы будем провязывать именно этой белой ниточкой. Раз. 3 петельки подъема. Раз, два, 3.
подтянули розовенькую. Что делаем дальше? Поворот. И мы повторяем с вами полностью вот этот вот наш ряд. Понятно? То есть мы делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И пропускаем 4 столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4. Между 4 и 5 делаем столбик без накида. Воздушная петля. И возвращаемся обратно полустолбиками. Все то же самое. Ничего сложного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять развернули наше вязание. И те столбики, которые мы с вами пропустили, 4, мы их провязываем столбиками с накидом. 1, 2, 3 и 4, который у нас, видите, вот так вот немножко запрятался. 4. Все. Огонь. И вот таким образом мы с вами провязываем до конца ряда. Классно? Потом предлагаю вырастить наш узор, потому что очень просто, вы сами поняли, да? 2 ряда повторяем. Вот эти вот наши загигульки, да? И дальше обратно столбик с накидом. Опять загигульки, столбик с накидом. Угу. Я уверена, что вы справитесь самостоятельно. Встретимся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите, какая красота получается. Смотрите, какие они. Сейчас будем думать, как назвать их. Душки, рожки, загигульки. Класс. Смотрите, еще один объемный узорчик вам в копилочку. Сзади все аккуратненько. Смотрите, что это может быть? Кофточка может быть, кардиганчик может быть, шарфик может быть, снудик. В шапочку, кстати, классно будет сделать. Наборчик такой, да? Смотрите, идеи море. Смотря какие ниточки возьмете. Потолще, естественно, изделие сразу в голову придет. Потоньше, что это может быть? Топики, маечки, да? Итак, набирали мы 34 петельки. Ну-ка попробуем замерить. Ну что это 20, 21 точно сантиметра, да? Видите, объем придается за счет вот этих вот рожечек загигулинок. 21-22 сантиметра. А тут получается у нас что? На каждый элемент по 2, на каждый цвет по 2 ряда, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и начальный 9. 9 рядов. И это у нас будет, ну, что-то около 9 сантиметров. Да? Опять же, искажается за счет объема. 9-9,5 сантиметров. Ну, скажите, класс. Плотненький, классненький. Да? Смотрите, тут не тянется. Ну, тут чуть-чуть нам, ну, как бы этого и не надо. Смотрите, вот такие вот рожки, вот такие загигульки, волны. Что это такое может быть? Сейчас будем думать, как назвать. Супер! Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, если вы это еще не сделали. Напишите отзыв и комментарий, куда можно использовать данный вид узора. И, естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Впереди много-много интересного. Всем до встречи. Пока-пока.